Алло, Алло, алло. привет. Как я говорила, я очень готовлюсь к этому суду серьезно, потому что я с момента, как ты выставила свое новое дыхание, я с марта месяца каждый день дышу. Потом ты мне посоветовала перейти на вот это денежное прощение. Я начала каждый день этим заниматься. Я в полной связи со своим подсознанием, с Вселенной. Я просто проверяю, как моя связь работает. Я выхожу, моя машина стоит на паркинге. Я говорю, пожалуйста, Вселенная, сделай так, чтобы это место никто не занимал, когда я вернусь. Пожалуйста. Если не на той же точке, то рядом. Мгм. То есть я чувствую, что вот это все дыхание, оно работает, и я понимаю, но, конечно, кроме всего прочего, моя задача сейчас и цель этого очищения, да, смейся, Женечка, смейся. Кстати, Не, ну мои это предлагай. И целый день эта парковка стояла пустой. Куча машин, и никто не захотел но. поставить туда. Нет, я прошу не это. Я всегда прошу, чтобы она освободилась к моему Ну, возвращению. И правильно. она освобождается. Дело в том, что Отлично. там, где я живу, у М, нас в наших домах для пенсионеров внизу есть офисы медицинские. И люди совершенно не думают о том, что люди, которые живут в этом доме, должны парковаться. И они паркуются где хотят и как можно ближе. Это же человеческий разум. Поближе, поближе. Да, Пройти да. 2 шага — это очень трудно. И они Да, да. занимают все наши места. Правда, наши места не написано, что это только для жителей. Но поэтому я всегда, уходя, я говорю, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, что когда я вернусь, было место, где запарковаться. Ну и это была моя цель — очиститься от всего, что я не могу сама очистить, то есть крючки, зацепки, все вот это. Дело в том, что я очень сейчас четко чувствую, что они ополчились как только могут, потому что чем ближе суд, тем больше всяких пакостей я получаю. Да, кстати, у меня здесь на днях вдруг вечером сижу, смотрю телевизор, начала, знаешь, как иголками в голове. Мы с Людой разговариваем каждый вечер. Мгм. Она мне, я когда ей говорю, она говорит, ой, я слышу, кукла Вуду. Я говорю, окей, началось. Так, Женечка, а теперь послушай историю. Значит, я живу вот в этом доме, который для пенсионеров, и государство добавляет деньги людям, которые только имеют пенсию и не могут оплатить полную стоимость. Это называется ХАД. Там, я не помню, как оно расшифровывается, но это государственный такой офис, Программа. Мгм. программа государственная, да. Короче, все было замечательно, все было хорошо. Потом пришли, один человек ушел, и на его место пришла черная. Менеджер этого офиса была тоже черная и есть. Раньше с ней работал белый человек, он ушел, она себе нашла вторую черную. Первое время, когда она пришла, все было нормально. А в прошлом году они как озверели. То есть после вот этого года нашей полностью изоляции все же было закрыто, все только можно было делать на компьютере. Короче, было так, что там моему сыну пришлось сменить работу, там переделали переорганизацию, он айтишник, то есть он инженер по компьютерам, он их ремонтирует, он устанавливает программы. Короче, компьютерный Мгм. волшебника, я его Ну, называю. ясно, да. Мгм. И он, ну, чтобы ты понял, когда в Америке, я не знаю, наверное, везде так, он ушел с одной работы, пришел на другую, а время оплаты разное. И вот получалось, что платежи приходили по старому времени, оплатили по-новому. И государство нам в 2020 году дало, значит, сначала 1200, потом $1400 на то время, пока мы все сидели дома и никто ничего не мог делать. Получили все без исключения, пенсионер или работающий.
И я эти деньги отложила, и когда моему сыну надо было оплатить счета, он мне говорит: мам, ты мне можешь одолжить? Вот у меня зарплата через неделю, оплатить надо сегодня. То есть я ему через Apple Cash, очень удобно, мы все в одном и том же банке, и я ему давала деньги, он мне таким же образом возвращал деньги. Я ему там дочке что-то, то самое, она мне что-то купила, я ей дала деньги таким образом, потом что-то я ей купила, она мне вернула. И что они сделали, эти твари? Они мне начали заявлять, что в течение 2020 года у меня мой доход увеличился на 4000. То есть, что она сделала? Всю графу прибыли она сложила без разбора. Я ей говорю: какая прибыль? Это было внутри семьи обмен деньгами. Я одалживала деньги, мне возвращали деньги. Нет, докажи. Я сидела днями, брала все эти Выписки. банки, банк нам присылает каждый месяц, сколько у тебя есть, чего ты потратил, ты проверяешь, все ли в порядке. Я сидела целый день, выписывала. Вот этого числа тут у меня я отдала, тут не вернули, тут не вернули, тут я... Короче, я за нее делала работу. Это ее практически работа. Она должна была проверять доход, если она увидела большой доход. Откуда? Нет. Короче, они уцепились за это и начали меня гнобить, чтобы я буквально на $200 платила больше. А я не могу этого платить больше. У меня деньги какие были, такие остались. У меня никакого дохода нету. Она сделала, да, значит, документы, когда обновляешь свое проживание каждый год, договор обновляешь, надо подписывать документы, которые идут именно в этот государственный офис, и тогда он тебе дает скидку. Она сделала так, что мои документы она получила позже, потому что она вдруг взяла несколько дней до того времени, как должна была рассмотреть эти подписанные документы. И говорит: все, теперь ты будешь платить не $600, а раньше я платила 500, а тут 600, почти $700 должна платить. А теперь ты будешь платить полную стоимость 1500. Я говорю: ты что? Я говорю: у меня моя пенсия меньше, чем 1500. Значит, ты должна будешь освободить квартиру. Ну, тут, слава богу, я не из слабого десятка. У меня разговаривать, ты же понимаешь, я совсем не люблю. И у меня знакомая американка, она мне говорит: не переживай, у меня есть адвокат, который на них уже имеет зуб, потому что его бабушка с дедушкой тоже начали доставать. И он открыл на них дело. Он говорит: я возьмусь бесплатно тебе помочь, потому что, он говорит, я их лютой ненавистью ненавижу. И тут я, как говорится, почувствовала за собой силу, встала в позу и сказала: ничего подписывать не буду, ничего вам не возвращаю, все, мы идем в суд. А их адвокат, вот этой компании нашей, которая держит эти дома, это такой слизняк, это такая тварь продажная. Он делает все, что они хотят, они ему платят за это дополнительно под столом, как мы говорим, и он себе керует, убирает из домов, кого они хотят. А тут нашла коса на камень. И вот дважды мы ходили перед судьей городским, свое дело представляли, но явно тот коррумпированный товарищ, потому что по всем документы были выложены и расписаны настолько подробно, что уже, ну, надо быть последней тварью, чтобы сказать, что мы не правы, а правы они. И это самое. И тогда наш адвокат подал в федеральный суд. И вот федеральный суд будет 1 июля. Так, как эту нехорошую зовут? Имена. Та, которая должна считать, это Катиша, а менеджер Джеки.
эта Джеки вообще обнаглела. Значит, здесь по нашим правилам мы имеем право иметь или маленькую собачку, или кошечку. В наших правилах этого дома написано, чтобы взять животное, оно должно быть предоставлены справки от ветеринара, что животное здорово и привито. Эта тварь, я умираю, я хочу кота, я всю жизнь с котами живу. Она мне заявила, кот должен быть без когтей. Я говорю, ты о чем? Я говорю, это издевательство. Во-первых, в Миссури запрещено это делать. Это издевательство над животными. Причем в наших новых домах, вот которые нам построили, полы, даже не ковры, а обыкновенные. Этот линолеум лежит как деревянный. Вот посмотришь на пол, ты подумаешь, что это деревянные досточки. Это линолеум такой. То есть кот здесь ничего не может сделать. Я говорю, а что случилось? С каких пор? Вот там у какой-то женщины кот летал на эти шторы, оборвал все, вытащил. А для чего мы тебе даем деньги, которые лежат в депозит наш? Починить. Мы тебе заплатим за ремонт, если на то пошло. Вот она, знаешь, это я не первая, это мой сосед поляк. Она ему то же самое сказала. Он пришел с кошкой и с документами, и с деньгами. Она ему сказала, или ты относишь эту кошку назад, или я тебя вместе с этой кошкой на улицу выкидываю. Как тебе вот эти заявления? Она фашистка, она что хочет, то и делает. Ты не видишь аналогию? Я вот просматриваю ее заявление про эти когти и твои отслаивающиеся ногти. Есть какая-то связь. Она меня просто убила этим заявлением, потому что я у дочки, когда там я только вхожу, он бежит сверху ко мне и ластится, и у меня сердце обрывается, хочу кота. Я спрашиваю, а что ты хочешь вот сказать в эфирном пространстве, что ты хочешь решить вот на нашем сеансе? Потому что наш мозг работает в разных режимах, и только в альфа-состоянии он создает новую реальность. То есть на основе тех всех программ, то есть наших убеждений, которые у нас там есть, нашего опыта, наших решений, он делает вывод, каким будет наше будущее. Поэтому подсознание, оно не делает никаких выводов. Оно этого не делает. У него есть набор программ, и оно выводит из этих наборов программ самую подходящий самый вариант. Если там негативные какие-то программы, то такими будет будущее. Для того, чтобы не допустить, чтобы эти программы, как говорится, взяли верх, у нас есть как такая опция. Это приказ нашей рациональной части. Оно образно говорит, дорогое мое подсознание, мне плевать, что там у тебя лежит, у меня вот есть цель. Пожалуйста, выполняй мои приказы, потому что так работает наше подсознание. Оно выполняет приказы рациональной части. То есть то, что находится, связано с физическим планом, то и важнее. Поэтому я спрашиваю, что ты хочешь, потому что мы в эфирном плане будем, мы будем, то есть вместо твоего рационального, я там буду как шпион. Арбитратор. Я буду как шпион рассматривать, где, что и как. А роль твоего рационального будет выполнять Женя. Поэтому он доносит мысли. Вот зачем нам нужны ваши аспекты. То есть, что ты хочешь, например, изменить, какой ты хочешь получить результат. Может, ты хочешь кому-то там специально что-то сказать, например, потому что я вот вижу, что хочешь, подсознание хочет сказать вот этой Катише особенно. Катише и этой другой, как ее? Джеки. Эту Катишу слышу прямо. Вот. Поэтому вот сейчас просто это озвучь. Окей. С удовольствием, я все знаю, что я хочу от них. Значит, моя цель
И то, что я жду от суда, справедливости, справедливого решения суда, наказание за подлог и ложь и Катиши, и Джеки, наказание за ложь и подлог ихнему адвокату. Я хочу, чтобы все, кто втянут в это грязное дело, чтобы мы все в этом доме жили спокойно и радостно. Квартиры у нас новые, замечательные. Здесь живи и радуйся. Они нам портят кровь, они нам портят жизнь, и мы хотим, чтобы их отсюда убрали. Это главная Уволили. цель нашего суда, чтобы их уволили, чтобы было доказана их вина, а не наша, как они пытаются доказать, чтобы мы получили не только честных людей в этом офисе, но чтобы мы получили директрису, которая глава этого всего и которая дала им на откуп все. Она ничего не делает. Вот эти две правят миром. Поэтому директриса, Катиша и Джеки, они должны покинуть наши premises, уже забыла по-русски как, и просто уйти отсюда. Потому что такой беспредел происходит, что дальше уже некуда. Их надо убрать. Главная цель – это изменить наше моральное состояние, которое должно быть радостным, счастливым. Наша старость, мы заработали ее за всю жизнь. И результат, чтобы они просто покинули этот офис. Все втроем. Директриса, Катиша. Директрису зовут Джоун, Катиша и Джеки и Джоун. Они должны отсюда уйти. А кто должен прийти? Должны прийти люди, я не знаю их имена, но должны прийти честные люди, Вот. которые действительно заботятся о нас. Потому что до Джоун директриса была замечательная, она делала все для людей. А сейчас все для них и ничего Мгм. для нас. Мгм. Она живет, как когда-то нам показывали вот этих богатеев в Америке, в Советском Союзе, на мешке с деньгами, и что хочет, то и делает. Вот такая она. Ей пофиг, что мы мучаемся, что у нас того нету, этого нету. Они мелочи для нашего удовольствия не хотят сделать. Они ограничивают нас во всем, даже в том, что они не должны ограничивать нас. Животные всегда были и есть для человека, приносящие удовлетворение, мир, покой, радость. Они нам не дают эту возможность. Что значит изувечить животное? Они делают все, что хотят. Ну да, кошечек нельзя изувечить, потому что, во-первых, это антиморально, во-вторых, они не могут ходить, и у них искривляется позвоночник, ножки, они становятся инвалидами. Да? Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. На счет 3 иди в эфирном пространстве, эфирное тело Элла. Элла, 1, 2, 3. Вижу ее энергосферу, но сначала проявился сектор магии, и от сектора магии кто-то как дорожку такую вот так встрепенул, и пошла такая волна в сектор интерферентов. Элла находится повыше, вот так по направлению к первоисточнику, вот так устремление туда идет. И смотрю, что она вот так делает, как будто бы там, где ухо, идет в круговую такая черная, как петля энергия, а она как будто бы вот так бьет, как будто бы вакуум там создает. А вот это ухо, оно искусственное, это имплант, как такая, как блюдечко такое, как тарелка, улавливающая волны ТВ. Так. Так, сектор магии. Угу. Что-то еще явного, Виктория? Ну, пока вот это. Угу. Хорошо, отодвиньте. Имплант Сейчас. в сердечной чакре.
Э, И такой какой-то рыхлый клубочек, и тянется в сектор интерферентов. Я Мгм. смотрю, как подключки идут. Мгм. Да, Да, хорошо. вижу, что многие меридианы, вот на пальцах, например, такими прозрачными ниточками тянутся в сектор интерферентов, идет отток энергии, и там, где позвоночник, копчик. То же самое, такой прозрачный, еле уловимый поток энергии идет. Мгм. А на голове тоже имплант, какой-то вот так, тоже как тарелочка черный. Похож, как верхняя часть летающей тарелки. Округление, как шляпка такая. Мгм. Ой, Да, и я вижу в глазах у Эллы такие черные энергии, которые вот так, ну, то есть там зацепки какие-то, и Мгм. вытягивают вверх к этой тарелочке. И эта конструкция связана с сектором магии, и вот это колышется дорожка такая. Мгм. Да, хорошо, Виктория, отодвинь все эти ситуации. Да. Считай эфирная ДНК, Элла ли это? Я вижу, она стоит огромная, как ангел, и в руках что-то держит, как будто бы что-то вот так, как лепесточки, что ли, вот так отрывает. Сейчас буду смотреть, что. Да, это она. Мгм. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Разрешает и показывает на сектор магии. Мгм. Да, хорошо. Что она там показывает в секторе магии? Я приказываю проявиться. Кто находится в секторе магии? Она говорит удивительное событие, и я вижу, стоит черная энергия, огромная такая, ко мне спиной, как будто бы до половины вылезла из нижнего портала. И в руке такая, как кукла Вуду. Она светится. Мгм. От этой куклы Вуду тянется в сектор интерферентов тоже подключка. И я Мгм. вижу, сейчас я рассматриваю эту куклу Вуду. Она вот так светится, вот эти энергии. Это как звездочки, которые сняты из пространства Эллы. То есть слепок, Мгм. энергетический слепок. Эта черная энергия, этот дух, я вижу, как он получил эту энергию. Он берет какой-то листик и вот так делает. Через нос, как подносит это Мгм. к носу и вдыхает. Это было в офисе. Да, я слышу ее имя и фамилию. Она что-то им подала, какой-то документ. Мгм. И они вот так раз и в сейф как будто бы положили или в какую-то вот так положили. И этот дух берет, который стоит, и вот так снова как вдыхает. Мгм. Считывается запах человека. Идет четкая дифференциация между энергиями человека. А кто он такой? Дух? Да, сейчас, ну, человек, а противостоит человеку кто? Кто он? Так, кто противостоит человеку, приказываем проявиться. Или... Считывается, он вот так переместился в сектор магии. Появился такой, как клубок, как машина такая. Считывается мертвый дух идей,
То есть это матрица. Мгм. Дух – это как, скажем, мертвая матрица. Мгм. А вот это в нашем пространстве. То есть матрица как бы сама считала, заряжена какими энергиями матрица. Так, матрица. Оно считывается дикий, как зверье, зверь. Но вот есть понятие животное, это оно вот как в нашем мире. А вот Мгм. этот зверь, оно и вот как сущность, вот такой с когтями огромными, вот такими, как чудище, голов много. Мгм. И вот так идет, так бум, бум, по земле идет, и такие огромные когти. Вот почему она говорила о когтях, потому что это этот дух, к которому они подключены, вот имеют вот эти когти, и они их на самом Мгм. деле боятся. Вот. Считывается как зверь потусторонний, то есть по ту сторону бытия. Мгм. Так. Также считывается как матричный эффект. Сейчас я в эту ситуацию зайду. Мгм. Зайди, Виктория. И да, вот так он считал эфирное ДНК ее. И она вот этими светящимися энергиями для этого зверя, сейчас я вот так поставила ему вот так прямо как стекло, Мгм. придавила его там и спрашиваю, что он хочет от Эллы. Я его вот так давлю, никогда я так Мгм. не делала, как будто к стенке стеклом вот так придавила, давлю Мгм. и приказываю ему отвечать. А у него вот такой, как змеиный хвост, и он пытается этим хвостом жалить. А я взяла его, отрубила и выбросила вот туда, в сектор интерферентов. И приказываю, что он делает в Мгм. пространстве Эллы. Приказываю ему отвечать на этот вопрос. Он говорит, что она светится, и также идет, вижу, проявилась подключка в сектор принятия решений, в сектор жертвы, на что притянулась. Мгм. Он говорит, что он хочет ее убить, погубить, сожрать, то есть вот так поглотить. Мгм. Я Понял. спрашиваю, почему он это хочет делать? Где тот механизм, который требует вот этой жертвы? Мгм. И я вижу в центре вот этого эгрегора, который проявился, идет вот как в центр. Это подключка, а в этом центре этой программы Так, что да. светящаяся энергия Эллы. Мгм. И я вижу, как от этой светящейся, то есть вот этот весь механизм порабощения и держится на ее же энергиях. Так, давай заморозим этого зверя. Зверь ниже, да. Мгм. Замораживаем. Давай посмотрим, как, да, вот эта светящаяся часть Эллы потеряла Элла. Пусть она покажет это событие. Я вижу, что не могу пока найти причинно-следственных вот этих связей. Обращается внимание вот сразу на этот ритуал. Кукловоду? Да, на эту куклу Вуду. Мгм. Сейчас я хочу Хорошо. посмотреть, что произошло. Вот
Этот дух унюхал. Мгм. Я вижу, что после того, когда она отложила какое-то заявление, она потом его берет, читает, и уже как бы на уровне ее уже сознания доходит. Что-то там И, написано. ну, неважно, что там написано, я вижу, что она достает в эфирном плане, это выглядит, как будто бы она достает какого-то звереныша на Мгм. это заявление. Считывается доминанта, то Так, есть доминирующий, как черный какой-то. И все это заявление поделилось на две половины. Одна вот эта такая почернела, а мгм. другая вот так светится, и там такие черные письмо такое. Как говорится, внутренний смысл я слышу. Мгм. Так. Зацепка. Они ищут зацепку. Сейчас я смотрю, где эта зацепка. Мгм. Зацепка, вот посыпались как деньги. Вот в этом механизме, в этой матрице. Энергия Так. денег считывается как посредник, потому что деньги всегда приносят люди. И люди, как бы, вот эти деньги, это эквивалент энергии затраченной. Так, и вот эти посыпались. Так, а что они хотят? Так. Да. Вот я вижу. Они хотят буквально, вот где сектор жертвы, буквально откусить. И я вижу, как эта Катиша делает ритуал. Так, да вот. Она берет и Мгм. какой-то иглой вот так по голове и прорастает подключка к нижним чакрам. И вот этот удар идет, то есть этот автомобиль, который въехал, это тоже с этим связано. Мгм. Но учитывается отобрать энергию жизни, напоить вот этого зверя, утолить его жажду. Фактически они и не могут не колдовать. Их вот этот Мгм. дух, к которому они подключены, буквально заставляет приносить других в жертву. Они сами продались уже давно и приносят в жертву других. Мгм. А я вот так встала возле этой Катиши, и она так раз уменьшилась, такая миниатюрная стала. Я спрашиваю, что она делает в пространстве Эллы. Мгм. Приказы ей Зачитываю отвечать. ей Ага. какой-то приговор. Ну, она так и говорит, что отбираю энергию. Она говорит, что ей нужно ее выгнать, чтобы заселить в эту квартиру кого-то. И со стороны М. интерферентов я вижу, как идет такая энергия, просачивается. Мгм. В квартиру Ясно. Эллы. Ну да, человека с этими Да, интерферентами. Так, своего, так хорошо. сказать. Мгм. Что ты, какой, это, ты зачитывала? Что ты ей зачитала, Виктория? Я слышу кони Всесвіту. Ага. Так, хорошо. Так, вот этот вопрос предыдущий про эту частичку души, которая находится в этом звере. Сейчас В этой что-нибудь матрице, раскрылась да. информация, да, как Сейчас я она посмотрю. потеряла Элла. Мгм. Я вижу, вот такая идет картина там, внутри этого механизма, что такая большая энергия, как будто вот месит тесто,
Ну, оно снова идет отсыл именно во время этого колдовства, Ритуала ритуала. воду, да? Мгм. Да, и идет вот сюда. А Элла как бы услышала, почувствовала, ну и Мгм. почему-то приняла. Мгм. А спроси Эллу, почему она приняла? А я слышу, мой род отказался. Так. И я вижу, Оч- как она вот так, вот эти черные энергии вот так отодвигает. Я спрашиваю, Мгм. и О поэтому чём? это черное на нее напало? Да. То Так, а есть что? это как месть, месть этих черных. Считывается, я слышу, родственные связи. То есть они так мстят за вот эти сеансы очищения, которые проводит род Эллы. Так, Это а наши какая... рода, то есть это наш род. Весь Так, один. а Все, они кто... мстят. Должна быть у них зацепка. За что они зацепились? Чем они зацепились? Мстят они. Какая есть зацепка? Я слышу, она отказалась. И я вижу ту ситуацию, где Элла меня родила. Так. И я вижу, как эта ситуация меняется, и Элла меня родила в эфирном пространстве живой. И вот эти программы, что она родила тогда на самом деле меня мертвой, она вот отодвинула и таким образом убрала с меня эти программы мертвые. Мгм. И снова я слышу, очистила род. Так. Очистила род в его основании. То есть вот это, Так. где связь матери и ребенка. Мгм. И я говорю Элли, чтобы она достала любую зацепку, которую она найдет, за что эти зацепились. Мгм. Ну, ни за что не цепляется. Как бы зацепляется за предательство, которое Элла уже отменила. То есть и оно Мгм. рассыпается, оно так уходит. Так, значит, им это прямое насилие. Хорошо, пусть Элла тогда приказывает этому зверю, чтобы этот зверь забирал все его воздействия его же руками. Я вижу, как она буквально вот так, как он внюхивает, а она у Мгм. него из ноздрей, а у него, он сейчас увидела его морду лица. Он как будто обезьяна, такие ноздри, как у обезьяны. Мгм. И она выхватывает ее энергию. Я ей передаю, чтобы она приказывала этим колдуньям, этой, назови их Как? все, Да, чтобы она Катише, Катиша. Джеки и Джон приказывала им по отдельности каждый, чтобы эти насильники забирали ихними руками все их воздействия, насилие на Эллу. Приказываем им это сделать. Вижу, как из этого письма, которое она отдала, забирается эта энергия ее, к ней возвращается. Я ей говорю, чтобы она фильтр поставила, почистила всю ее энергию от присутствия чужеродных энергий. И они покатились вот так, подлетают, как Мгм. прицепились. И вот это взаимодействие, они как шарики прицепились к светящимся шарикам черные. Когда она только фильтр поставила, сразу они вот начали, как горох, Мгм. посыпались обратно. И я вижу, Хорошо. она вот так сделала, знаешь, как будто в такую дорожку, ну, коврик такой длинный, вырвала из-под ног
этих колдуней, Мгм. светящуюся энергию, то есть разделила эти энергии и быстро что-то написала. Так, Сейчас что? я спрашиваю, что Элла написала. Она говорит отказ от предательства себя и вырывает вот эту манипулятивную этот Откуда сердечные? из сердечной чакры. Я Ага. говорю, чтобы она то же самое сделала, очистила всю ее энергию от Мгм. присутствия чужеродных энергий, от взаимодействия. И приказывала, пусть приказывает этим колдуньям забирать всю их магию и призывает карму. Да. Пусть призывает карму этим насильникам все их насилие. Пусть забирает свой потенциал, компенсацию. Я вижу, она вот так этот коврик, как будто бы, да, эта дорожка, она вот так просто проталкивает вверх к будущему. Я ей передаю информацию, что Элла, ее рациональная часть, приказывает этим колдуньям убраться с всем троим, Мгм. с ее пространства, с пространства. Вот я вижу, как эти энергии черные, которые... Просто вижу ее дом. Вот, Мгм. вот это. Пусть они все уходят, пусть забирают и призывают силы кармы. Мгм. И я вижу, как она с этого пространства взаимодействия с этим антимиром, которые ее затянули, выходит вверх, а вот эта дорожка, то есть светящаяся дорожка, вот так идет вверх, а черная отползает Мгм. вниз и появляется в секторе вот этого интерферентов какой-то язык в центре, и он так поблескивает. А я вот взяла, вырвала этот язык и вот так вот положила. Просто вот так Мгм. Так, хляпнула им, как на металлический какой-то предмет. Вот там, где куют, наковальня. наковальня, да. Мгм. Так, Я спрашиваю Эллы, что это, знает ли она. Клевета. Я приказываю проявиться, кому принадлежит этот язык. приказываю хозяину этого языка проявиться. В секторе магии кто-то вот так стоит, писюн свой прячет, под ключкой идет. Так, кто в секторе магии прячется, ему приказываю проявиться. Это приказ. Джейн, Мгм. ее подключка. Так, что это за подключка, Виктория? Считывается отсос. Вижу, она лжет. У нее язык, вот эта программа лжеца. Мгм. Вот. Так, ну хорошо. Приказываем этой Джейн забирать все ее ложь и призываем силы кармы за ложь. Да, я передаю, чтобы Элла выталкивала всю ложь, которую Мгм. навесила эта Джейн, всю магию от этой троицы, все эти энергии. Я приказываю этой Джейн забирать лично ее руками. И ее вот так вот бросила в сектор интерферентов спиной вниз, и она буквально вот так туда ее затаскивает, а она вот так забирает эти энергии, эту ложь. И я Мгм. вижу, как с энергосферы Эллы такие когти черные на эту Джейн вернулись. А Элла вылетает как ангел. Вот у Мгм. нее вот этот листочек. Еще какой-то листочек, тоже такой коготок черный, коготь черный есть. Давай посмотрим, что это за листочек. Она говорит, что это ее работа, и осталось только
А как директрису зовут? Катиша там, Джоун. Джоун. Но она говорит директриса, Мгм. Ну, как директриса, коготь директриса. такой. Мгм. И она берет этот черный коготь, ей вот так, этой директрисе, на лоб нацепляет. Мгм. Я им читаю приговор, что они все уволены, что они нарушили законы Вселенной, что они защищали зверя, и пусть идут к зверю. Тот, Мгм. кто заступается за свет, получит защиту света, а кто заступается, выполняет волю зверя, пусть идет к зверям. Запрещаем им управлять чистым эфиром. И я вижу, как что-то происходит, какая-то энергия. Вот так, где дом Эллы, вот так отодвигает Мгм. из сектора магии такие вот эти полосочки идут. И как будто бы это вот так свет, который идет, как шар такой наполненный, просто выдавливает эти энергии негативные. И Мгм. я беру вот этот портал, он как змея из сектора магии. Я приказываю им всем убраться с нашего священного пространства, и эта змея начинает вот так кружиться своими кольцами. Да Мгм. что-то я там Хорошо. сегодня творю такое. Беру, Ну, рубанула жестко. Видимо, время пришло. рубанула эту змею, Мгм. вот там, где голова, и изнутри, Мгм. где эта голова, я как рубанула ее, то внутри оказался вот где голова, ага, вот у змеи голова похожа на сперматозоид. Мгм. И когда я ее рубанула, то я слышу челюсть вот так как-то отпала, и там проявилась такая, как светящаяся часть, как сперматозоид, с таким хвостиком. То есть тело Мгм. я разрубила, и показалась внутренняя часть. Сейчас я посмотрю, кому это принадлежит. Мгм. Что это вообще такое? Я Да, вижу, что появляется вот этот сперматозоид, он вот так встал, ну, как обычный сперматозоид, только светящийся чуть-чуть. И Мгм. хвостик так тянется вниз, и как бы где его голова, такое какое-то кольцо энергетическое черное тянется в сектор интерферентов. Так, хозяин. Мгм. Так, хорошо, приказываю хозяину этого сперматозоида проявиться. Проявляется такой клубок. Элла показывает, что это как зеркальное отражение такого же клубка, которое у нее было в сердечной чакре. И он вот так ползет, и вот это все там шевелится. Так, считывается как матрица злодея, злодеяния. Мгм. Так, а этот сперматозоид кому принадлежит? И я вот так вижу, как он вот так прямо кому-то в пах. Так, Так, с кому? крыльями кто-то там стоит. Э, Кто с крыльями, приказываю ему проявиться. А что-то он забегал и зауменьшался. У него когти такие, меняет свою крылья, когти, лапы. А, В банку его, чтоб не бегал. Так, я приказываю ему проявиться на его эфирном. Приказываем тоже. Согласно его эфирного Согласно ДНК. эфирному ДНК, да, приказываем ему проявиться согласно его эфирному ДНК. Я вижу, что это как центральная часть, вот эта светящаяся, это он и есть.
Так, как его Светящий. зовут? А Ага. вот эта вся черная энергия, это как матрица, как надстройка, духовная составляющая. То есть, кто он? Приказом Сатанаил. отвечать. Ага. А Люцифер, Сатанаил, это одно и то же. И он, как говорит, свет отражающий. То есть в нем как бы света внутреннего нет. И я вижу, Мгм. что откуда он вышел, то в верхних пространствах вот есть вот этот свет, и Мгм. эти два пространства как разделены между собой, как зеркало. И он как бы имеет какое-то свечение, но оно вот так не проникает вверх, Мгм. как бы отбивается от этого зеркала, отражается. Так, Считывается как люциферианское мышление, мгм. как центральный процессор всей матрицы. Считай, информация есть о Люцифера, частички души Эллы. Нет. Мгм. Так. А подключки энергетические? Есть. Я Так. вижу вот эти еле заметные, прозрачные. Они вот так, ее меридианы, и Мгм. вот такие тоненькие, прозрачные с пальца ведут. И она показывает позвоночник. Обернулась спиной. И вот как позвоночник заканчивается, где копчик, там такая подключка. И я вижу, что у нее вот это на голове, как шапка, это как инопланетная такая вот эта тарелочка. Это Мгм. тоже принадлежит. Это вот эти насадили. Это насилие. Вот эти все импланты, да? Да. Сейчас Мгм. что-то идет. Первичный план богов. Мгм. Первичный. Что-то Каких богов? интересное. Мгм. Каких богов, Виктория, читай информацию? Ну, когда я смотрю на эту черную энергию этого Сатанаила, и в которой находится в этом клубке, то это как его вселенная, которая поглотила, как солнце, частицу вот поглотила. О, а, Пространство. пространство, целые планеты там, как целый, вот так, как знаешь, как войско идет и Мгм. отрезает от своих, как это называется, и Ну, смыкается вот так, и получилось целое пространство с планетами внутри этого черного пространства, а мгм. вот где выход, там как бы остается такой тоненький проход к светлым мирам. Так. И со стороны интерферентов идет считывание поглотить мир живых, живое сознание, а ее высшее я вижу, стоит огромная, вот там, где свет первоисточника, с правой стороны. И у Мгм. нее вот именно, она как богиня такая. Считывается Мгм. Элла. Так, ясно, Виктория. А вот этот перешеек, да, который осталось этим темным отрезать, это и есть планета Земля? Я правильно думаю? Это вот Ам, этот последний оплот? Ладно, если не приходит, тогда не надо. Я как-то, может, не там Мгм. нахожусь, потому Да, что не я как надо. будто бы Это очень значит, далеко от хорошо. всей галактики. Они как будто бы галактику нашу проглотили.
или часть ее, потому что я вижу, как планеты там кружатся. Мгм. И такой энергетический идет, а сам проход это как вот в тылу, а это как проглотили. А какой план? Сейчас я посмотрю. Там, вероятно, какой-то контракт у Эллы есть. В секторе миссии. Да. Я Посмотри ее их спрашиваю, вариант. что она, какой ее план в Мгм. этом плане. А она вот так стряхнула, как будто бы вот эту дорожечку, которая связывает проглоченный мир и светлым Мгм. миром, вот так труханула, и вот это оно порушилось вот так. Там было как почти, ну, сомкнутое кольцо. И оно вот так как-то порушилось, начало вот так дрожать. И она говорит расторгнуть контракт. И вот так руку поднимает вверх. И такое там свечение, все светится, у нее очень ярко. Яркая энергосфера, но достает кусок черного. Произошло замещение. Это вот черное, это вот эта матрица мировоззрения, этого звериное, да, варварское, Мгм. как мы говорим, Так. произошло как замещение, выдавилось. Вот этот светлый мир, как бы, ну так и слышу, пастка по-украински и пасть – это одно и то же. Ну, Мгм. одно слово, этимология одна и та же. Вот. А это как часть вот этого внутреннего рта этого зверя, который проглотил, во рту держит. Мгм. Как бы у него вышла, и тоже черная вот такая полоса. Вот то, что я видела, что она продвигает вверх свою энергию, а черная сюда возвращается, в сектор интерферентов, в темные пространства. И она Мгм. вот так бац, положила это на стол, хляп, а оно такое, как медуза. Мгм. Такое фу. Сейчас я посмотрю, где есть зацепка. Мгм. Зацепка, контракт, пусть она покажет. Побежали какие-то как животные, как пантерки считывается. Так. Они вот так как-то бегают, кружатся над этим телом, а оно воняет. Медуза такая. А что это такое? Сейчас я поковыряю, посмотрю, что это за медуза. Давай, Виктория, аккуратненько чем-нибудь, чтобы было безопасно. Ну, Мгм. я слышу, что безопасно, потому что я вижу, как от меня такой свет идет, и оно буквально там шкварчит вот это. А это сейчас оно такое, как считывается растлевающее сознание и тянется в сектор магии, такое красновато-коричневое. А кому принадлежит, кто это? Приказываю хозяину этой медузы проявиться. Появляется из сектора магии какая-то фигура, которая говорит, ходит как военный, а мы создали идеальный план порабощения миров. Так. Кто это? Я ему приказываю проявиться согласно его физической ДНК. Появляется кто-то, и у него в голове вот это как медуза, это как матрица сознания антимира Мгм. в человеческих существах. Так, что-то знакомой энергии, приказывая ему проявиться. Самому главному
Мгм. Кто он такой на физике? Приказываю проявиться согласно физическому ДНК. Приказываю ему проявиться. Вижу, проявляется Черномор с Мгм. подключкой между ног. И появляется Мона с Ильей. А он почему-то в тельняшке. Считывается Мгм. пират. И Сталин ходит с этой с трубкой туда-сюда. Это он так ходил. Мгм. Считывается, говорит, что у него есть разрешение на вторжение в пространство богов. Так, это интересно. Разрешение это посмотреть. Так, во-первых, приказываю Мане Селью отвечать, что они делают в пространстве Эллы. Я им приказываю отвечать. Они вот так пальцами, вот вся энергия так черная к ним вот так вернулась. И они так истерично пальцами тыкают в сторону Эллы и кричат буквально как от боли, что она сама им разрешила. Мгм. Она Что говорит, разрешила? что она поддалась на их уговоры. И я вижу, что к ней подцепляются вот эти пантерки, энергии такие черные, которые вот так как откусывают куски ее энергии. Мгм. Так, ясно, ладно. Эти. Как так, а что делала Элла на физическом плане? М, Что-то я не вижу. Заморозь этих Илью с Моной, Да. пантерок заморозь. Давай посмотрим, какое разрешение дала Элла, чтобы они вторглись с этим планом захвата. Пусть Элла Э, покажет. да, сейчас я вижу, как такой огромный идет шлейф от сектора интерферентов, и он тоже разделен на такие полосы. А что же это Мгм. за полосы такие? Считай, А Виктория, когда что я это. приблизилась, то там такой гул стоит. Там такие камни летят, как будто в космосе по траектории такой пояс. Считывается, Астероидов. да, пояс астероидов. Это была планета? Я не знаю. Сейчас я внутри этого нахожусь. Там такой грохот стоит. Мгм. Потому что камни, вот, они не просто летят, некоторые Бьются друг от бьются друга. друг от друга и разламываются на меньшие куски, а некоторые взрываются. Энергия, когда они вот это самое взрывается, вспышка происходит. Виктория, считай, это вот эти шум и есть на физике, шумы в ушах у Эллы. Да, она Мгм. вот это отголосок, у нее вот это как локатор такой здесь. И она говорит, что отголосок Хорошо. прошлых цивилизаций, поглощенных миров. Мгм. Так, где вот это разрешение Эллы, связано с этим астероидом? Давай посмотрим. Она говорит, что еще раз? Где это разрешение на вторжение, ее решение? Пусть она покажет. Я вижу, что это тянется, вот эти Илья с Моной, они прицепились к какому-то давнему, древнему событию, к какому-то контракту. Мгм. Древний контракт. Ну, во-первых, нужно, я передаю Элли, чтобы она приказала этим Моне двоим и Илье убирать забирать. их же руками, их Мгм. магию. И она зачитывает, у нее такой получается светящийся альбом огромный, Мгм. с которого такая энергия вот так вышла таким пластом и очищает ее пространство, вот так в круговую идет, таким вот как светящийся туннель, все вычищает,
И она вот раз буквально вынеслась вверх. Так, Контракт хорошо. был уже расторгнут с ними. Мгм. Так, Хорошо. дальше. Какой? Вот этот древний контракт. Пусть Элла покажет этот древний контракт, на который они зацепились. Событие это. Я вижу, как в духовном плане, то есть духовные сущности. Угу. Так, ходит вот этот Сатанаил, но почему-то он с лицом Ильи. Ну, а почему он с лицом Ильи? Виктория, читает эту информацию. Там много лиц. У Понятно. него вот так одно лицо, и как будто бы такие обезьяньи морды, там, все вот Мгм. так натыкано, и руки, и ноги, и туловище, все в таких лицах. Сейчас я посмотрю, что это такое. Да, Считывается многоликий. А почему многоликий? Он поглотил вот те люди, которые выполняют, как бы заряжены его этим духом, они стали частью этого Мгм. общего сознания. И я вижу, что это идет как разговор между двумя сознаниями. То есть сознание или вот сознание зверя и сознание, сознание зверя, я говорю, увидела вот этот сперматозоид, эту змею. Мгм. Это дух этого Сатанаила. Сатанаил. Мгм. Да. И я вижу, что вот он как бы общается с Эллой, а Элла является частью вот этого божественного мира, но у нее на голове какая-то штуковина черная. Так, давай посмотрим, что это за штуковина на голове. Я вижу, что у нее на голове как будто бы вот так змея такая улеглась между 6-й и 7-й чакрой. Она вот тянется прямо к этому черному пространству. А считывается общий план. Общий план. Так, что это за общий план? Говорит общий план гармонии. Так, а в чем заключался? А что на Земле происходило в то время, интересно? М. Вот оно что. Слышу захват. Вот это ее высшее я, она была воплощена. И я вижу, как вот эти черные энергии, это как какая-то война идет. Как летающие тарелки пуляют, она на земле. Мгм. Она вот так сидит, ребенка держит, меня держит. И вот так руку простирает, протянула вверх к первотворцу. Так, И я вижу, что в этот момент она как бы говорит, что подключилась к этому динозавру. Говорит динозавр. Вот эта энергия, которая поглотила, ну вот не идет как крокодил из сказки Чуковского, Мгм. а говорит как динозавр. Он буквально кусает ее, и мир как разделился. Этот динозавр как бы поглощает, откусывает от мира куски. Слышу, убивает людей. Так. И я вижу, что он откусил меня у нее. Я умерла. Мгм. И она в этот момент, как мою душу захватили
Я внутриутробно умерла. Мгм. А она, ее часть души, как бы полетела вниз за мной. Интересно. И я вижу, что она прилетела в это пространство, где вот этот стоит, вот так этот сперматозоид. Он так в пространстве, как висит. Такое все пространство, и как меч, который вот так висит в пространстве, это змея, ну, с этим хвостом, вот так просто висит ровненько. Мгм. А как будто внутри этого сперматозоида, как у змеи, зажато такой какой-то шарик белый. Так, а что это такое? Так, этот меч, как Дамоклов. Внутри этот меч, Мгм. он выглядит как этот, ну, это как меч, как будто бы висит, этот Да, сперматозоид, а в руках, во рту этого сперматозоида, как бусинка такая белая. так. И она за этой бусинкой прилетела сюда, в это нижнее пространство. Ну и когда я смотрю, то я слышу это сочувствие. Мгм. Вот это, что у змеи во рту, это твоя часть души, Виктория, да? Я правильно понимаю? Я когда смотрю, я слышу сочувствие, Сочувствие. эмпатия, сочувствие. Так, она проявила эту эмпатию и этим позволила этой змее, чтобы она Да, вниз и в этот момент я потащила. слышу, да, заключила контракт. Угу. Контракт с Сатанаилом, вот этот древний контракт. Да. Угу. Давай послушаем, о чем они договариваются в момент этого контракта. Какой идет разговор между ними. И я вижу, что она вот так, как в глубину этого сознания дьявола проникла. Так, а кому принадлежит эта энергия? Она вот так внутри этой змеи, сперматозоида, с хвостиком этим, как тянется как питается вот этими энергиями с этой бусинки. Ну, слышу Так, да, сочувствие. давай посмотрим, чье это сочувствие. Кто хозяин этого? Естественный ритм мозга, естественный ритм сознания живого человека, живого существа. Угу. Эмпатия, вот так идет. Эмпатия, способность сосуществовать. То есть эмпатия или способность сочувствовать, Угу. это, Гармонично, да? да, это как залог успеха, выживаемости рода, рода Угу. человеческого и рода божественного. И я вижу, что вот этой энергией, на эту энергию эмпатии затягиваются, так, а контракт. И я вижу, как эта энергия вот так идет и как напитывает силу этого Сатанаила Угу. и Тогда, накапливается в таком пространстве, накапливается и попадает как ну, пространство. И слышу, вот так смотрю, и считывается эмпатия, то есть способность сопереживать, сочувствовать. И через это сочувствие я вижу, они считывают эфирные ДНК и закручивается вот эта программа мести. угу.
Мгм. Ну, понятно. Так, давай А какой же посмотрим. контракт? Да, давай посмотрим, о чем договаривается Элла с Сатанаилом. Слышу координация. Вижу снова это в небесной сфере идет между духовными Мгм. личностями. Так, И она говорит, ты не сможешь отнять. Говорит, ты не сможешь отнять. так. А в этот момент он вот как бы отсюда энергия вот эта черная как бы проникает к левому, к левой ноге, к большому пальцу. Так. Я вижу, что по этому контракту, сейчас будем смотреть, Мгм. пошла вот эта, как эгрегор, через денежный эгрегор, через эмпатию, денежный эгрегор, то есть образовывается вот этот подключка утечки творческой энергии. Так, еще... Да, это зеркальные нейроны. Это характеристика живого сознания, то есть отзеркаливать чувства другого. Это естественный, вот так слышу, ритм Мгм. божественной динамики. Это залог развития цивилизации. И именно они темные захватили по этому контракту вот это перехват идет на уровне отзеркаливания божественной справедливости. Вот. И я вижу вот так это выглядит в эфирном пространстве. Одно пространство вот это светлое, оно как гантеля, имеет вот эта связь с другим таким же пространством, только уже в темном пространстве, а между ними, вот где связь как катушка, знаешь, Мгм. посредине идет дополнительный, считывается дефект. То есть в этом отзеркаливающем пространстве Не. Мгм. вторжение идет. Это вот это как змеиный хвостик, который вот так раз и перехватил. Считывается как Перехватил. дополнительный, то есть неестественный. И это считывается, вот когда я смотрю, угроза жизни. А от нее Так. постоянно идет вот так. Отмена программы мщения, отмщения. Ее миссия заключается, чтобы вот это дополнение, этот хвостик черный, то есть это внедрение магии в естественные божественные процессы сознания были убраны. И я вижу, как Мгм. она вытаскивает вот этот имплант из уха, говорит, чтобы не слышать гул протеста, противостояния, потому что там в этом антимире постоянно образуются космические столкновения. Там идет как диффузия энергий, сталкивание, перераспределение, ошибочное перераспределение энергий, хаос. Мгм. Вот оно что, хаос. Так. Убрать дефект, ее миссия, да? Так, и у нее есть, соответственно, контракт, по которому этот дефект возник. Я правильно думаю? Да, я вижу, она вот достает, вот эта дорожка проявилась. Длинная дорожка, которая вот одна вот так вот протянулась, вот разделено вот так пространство. Вот это пространство хаоса, а вот это пространство света. Угу. А, Так,
Как эта дорожка образовалась? Какое ее соглашение? Я вижу, как светлые души вот там, с этого светлого пространства, они вот так пришли, стали на эту светящуюся дорожку, и она вот так, как и начинают резко соскользнули просто в нижнее пространство. Кто-то потащил дорожку? Да, это такая вот идет confuse. Мгм. Так, а эта дорожка, она тянется вот как вот эти гири, да, на ту сторону? Да, это связывает Так. и снова я слышу единый план спасения миров. Эта дорожка, она вот так тянется прямо к первоисточнику. А вот здесь, когда вот идет черный передел уже, где хаос, оно считывается захват. Мгм. Захват пространства и захват власти над сознанием. Так, а вот этот дефект, он где находится по отношению к этой дорожке? Он находится вот как раз в междумирье, между этими, как там есть такое пространственное натяжение между пространствами, то именно посередине, вот так, в этом нейтральном пространстве, как будто. Так, сейчас я посмотрю, что это за нейтральное Да. пространство. Что это за пространство, да? Как оно появилось? Оно считывается сильнейшего сопротивления, наибольшего сопротивления. С одной стороны, вот так вот давит это светлое пространство, а с другой стороны, вот это пространство хаоса, оно все такое серое. И от этой медузы, вот откуда этот хвост растет. Это медуза? Вот эта медуза, это пространство искаженного сознания, вот, ядовитого, Мгм. оно само по себе, оно, то есть это искусственное образование, и с него тянется этот черный хвост. Мгм. Хвост взаимодействия. Щупальца это, да? Да. И сейчас я вижу тот контракт, который Элла подписала, когда она вот руку тянет к первоисточнику и как молится и плачет, и на руке вот так держит этого ребенка мертвого, которого захватили темные. И Так. сейчас я вижу, когда она подошла в этом пространстве, она вся сияет, просто вот так лучи от нее идут, и она вот так рукой, как кнопку нажала по голове этому сперматозоиду, который вот там висел в пространстве. Мгм. Она отбирает. Я вижу, что вот так в каком-то пространстве, где была захвачена моя душа, как будто вот так кокон какой-то. И она вот так протягивает руку и хвать часть моей души. Она говорит, что она отрекается от смерти своего ребенка, своего рода. Мгм. И я вижу, как рождается ребеночек и сразу смеется, такой живенький. Ну, как будто бы ребенку уже несколько лет. Она его просто вот так из живота вынула, и он вот здесь появился. Мгм. Считывается жизнь. Так. И что, вот этот дефект исчезает? Сейчас я ей говорю, чтобы Мгм. она расторгла все контракты на всех уровнях сознания и подсознания, и она снимает вот этот имплант из головы. Мгм. Оно считывается, что вот этот имплант это как горе за умершим ребенком. То есть
как обратная сторона сочувствия. То есть эмпатия, сочувствие, Мгм. как бы уходит, они забрали, питаются, а святое место пустым не бывает, и произошел замен этой энергии горя от смерти. То есть это уже не сопереживание, потому что сопереживание – это светлое чувство, которое отличает живого человека от мертвого, а горе – это по-украински буквально оно считывается как роспач. Мгм. Роспач, а по-русски это будет как же оно будет? Что-то типа горевать? Ну, это как Окей. разбиться, оно буквально вот Мгм. считывается как вот роспач, это как не найти себе вообще места, вот так просто как клякса Мгм. разбиться, и это вот стало основой вот этой медузы, то есть вот как клякса растектись и не понимать, что происходит, а это горе, безысходность, вот, безысходность, то есть как это очень ядовитое чувство, то есть Программа, эти да? программа очень ядовитая, заразная, да, потому что человек начинает сочувствовать уже не, ну, другой человек начинает уже сочувствовать не светлой части, сопереживать, а подключается к этому эгрегору. Э, Мгм. ложный, это ложное сопереживание. Да. Самоедение Да, получается да, 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 потом. да, именно так. Потому что светлый сопереживание показывает, вот буквально, показывает выход. Любая позитивная информация всегда показывает выход. Хорошо, есть плохо, а как нужно сделать, а где найти выход? И тогда сразу все становится на свои места. Здесь же, в этом эгрегоре, нет выхода. То есть Мгм. вот Поэтому как и разбивается, да, растекается, и да? я поняла, почему вот появился этот Илья с Моной, потому что они вот питали свои вот эти программы, питались от этого эгрегора, это они начали этих медузок распространять, то есть эти вирусы умственной деформации внедрять в чистое пространство Мгм. Эти сознания. пантерки. Да, 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 да. Так, понятно. И я Мгм. вижу, она вот из сектора миссии вот так смотрит на это все. И вот этот хвост, который вот обвивался, как змея, хвост змеи, вот именно между этими двумя пространствами. Он развивается вот так, раскручивается и падает вниз. А когда он падал, он поднялся, голова, и что-то ухватил светлое. Я ему приказываю открыть пасть, Мгм. и я слышу душа ребенка. То есть незаконченный цикл рождения. Мгм. Так, Это, хорошо. это Ч- Чья душа это, Виктория? моя, Твоя? Мгм. моя часть души, да. Так. Ну, Интересно. приказывает ей змее, чтобы она отдавала все твое. Ну теперь понятно, почему я тут так разошлась. Да, борьба за свое. И сейчас я вижу, я сначала не могла понять, что это я тут такое творю. Сейчас я вижу, Разбушевалась. что я вот так левой ногой наступила как внутрь пасти этой змеи Угу. и как бы раздавила, а у нее такая вот пасть туда и сюда. И я из этой пасти, она как будто бы в зубах, в зубе в этом, знаешь? Вот Угу. этот коготь, этот зуб ядовитый. И я приказываю убрать любое магическое воздействие, эту силу, агрессию от моей Угу. божественной души и от моей матери, и от нашего священного рода. А,
Приказываем. Мгм. Этой змее забирать Я все вижу, ее как воздействия, да. вся энергия вот так пух, и осталась какая-то как пленочка. Кому она принадлежит? Я Что это? забираю все мои частицы души. Всю Оно еще энергию, весь держалось как потенциал, забирай все, очисти и забирай. Мгм. Да, и призываю карму за наглость, магию, насилие и ложь. Отправляю все, чищу это все на аннигиляцию. Мгм. И вижу, как вот с этого пространства, вот оно, вот так как перекручено, светлых, там много-много людей, которые, вот знаешь, есть такая игра, они сидят и тянут веревку. Друг напротив друга. Одна веревка с двух концов. Да, только я вижу, Перетягивая каната. да, я вижу, как светлые вот в секторе миссии, их много сидят, и они вот так все вместе тащут. Я передаю и говорю Элли, чтобы она передавала информацию, чтобы каждая живая душа наполнялась светом, Мгм. энергией и отдавала карму и забирала, чтобы каждая живая душа забирала свое живое сочувствие и очищала свои зеркальные нейроны от воздействий от этих черных зеркальных программ и выталкивали любое насилие. Я вижу, как это хаос, пространство хаоса, оно так сгустилось, и свет начинает вот так распространяться, и это уходит, черная энергия. Мгм. Так, я спрашиваю, она все еще что-то держит? Так. Что она держит, спроси у нее. Какой-то черный энергетический сгусток, и от него вот тянется такой, как туннель, портал, по которому так шум такой идет, как будто бы какие-то машины или поезд. Мгм. Она говорит, Так. что это туннель сознания антимира. И она показывает, как она наступает на голову этого змея Мгм. и вытаскивает из змеюки. Там какой-то как контракт, что ли. Так, что она вытаскивает, пусть она покажет. И она снимает вот эту черную энергию, как плащ. Мгм. Как черный плащ снимает с себя. Оно считывается как горевание, горе Мгм. и недоразумение. То есть это искусственное вот это горе от смерти, это считывается как недоразумение, ошибка матрицы. О, ты знаешь, я так вижу, что точно начнется жизнь без конца. Все к этому идет. Мгм. И я передаю, какой контракт был заключен. Мгм. Спросила Элла, какой контракт она заключила в связи Я с вижу, этим. что вот с этой змеи вышел Мгм. такой, как пюпитр, такой стол на такой ножке. А она рукой как бы прикрывает, а сверху ее руки еще одна рука, которая прикрывает это. Так, что это за руки? Чья вторая рука? Приказываю проявиться. Появляется как в секторе магии кто-то. Так, это мы как будто в секторе магии я приказываю проявиться в соответствии с его эфирной ДНК. Появляется вот эта
с куклой Вуду. Фига себе. И она со всей злостью вот так... Угу. Кто это, Катиша или Катиша Сейчас я это? приказываю, чтобы она назвала ее Мгм. имя. Приказываю ей называться. Кто она такая? Это она, но я вижу, что они все втроем. Угу. Появляется вот так как кружок, они втроем все вот так как замерли над ними, смотрят внутрь. Их вот это притянула энергия мести. Угу. Так, Так, я им приказываю убрать их черные руки, да, лапы, руки. да. Приказываем убрать это воздействие. И я вижу, что они убирают, и буквально уходит как будто чья-то рука такого черного ребеночка. Угу. Так, Так, и что на этом так, пипитере а что теперь? это такое? Угу. Что она там прикрывала? Пусть Элла покажет. Я вижу какая-то ситуация, как будто какой-то пустынная такая местность, и кто-то сидит в таком разноцветном, как будто бы шерстяная одежда, такая вот полосатая, цветная, красивая. Какая-то женщина сидит как бы на земле и что-то вот так, как будто кушать готовит, что ли. И к этому, к этой палочке, как пестик, да, она Угу. пестиком таким, как растирает что-то, тянется в сектор магии. Так, Катиша проявляется. так, это она растирает пестиком. Нет, Элла растирает. Элла растирает. А это приходит и что-то подсыпает. А сейчас слово было какое-то, убежало. Угу. Вернись, Виктория, послушай, что это за слово. Но считывается как раздор. Угу. Она виновник, почему Элла ребенка потеряла. Так, Она магичит в том воплощении. отраву А, какую-то. Да, она что-то делает. А, Она колдует. Я вижу, что там есть как сухая кожа лягушки считывается. Просто вижу вот эту черную Угу. лягушку. Ага, точно. Угу. Ага, и вижу, и Элла видит это и выплевывает. Угу. Я говорю, что показываю ей с наших сеансов, и говорю, что Элла жива и здорова, и я жива и здорова, и чтобы она отдала всю эту магию. И Элла берет эту миску, вот так как из сектора интерферентов, с этой магией, а там оно вот так бурлит, и отдает этой ведьме. И вот здесь вот эта подключка была, она вся вот так, как шлейф весь, отпадает. И я передаю, чтобы Элла очистила все ее чакры, все ее энергетические центры. От нее вот так свет начинает выталкивать все эти черные энергии. Угу. Я приказываю этой ведьме убрать Да, ее все воздействия, приказываем этой Катише, да. Весь ритуал, пусть эта Катиша забирает ей же, применяет на ей. Угу. Очень интересно. Я вижу, как я такую черную энергию вот так вот вытащила, и ей просто в рот этой ведьме. Угу. И я выталкиваю и отдаю карму за все ее воздействия. Да, за ее насилие, да. И вот постоянно идет очищение рода. Угу. Это наш род.
А, и вижу, как Элла вот достает вот символ такого ребенка и переносит его в сектор Первотворца. Мгм. А ребенок это как новое чистое мышление с обретенным опытом, и это как рождение нового Сознание сознания, да, которое обогащенным, управляется да, более светом, более совершенным, да. да, с полученным этим прививкой от этого антимира. Да, и я передаю Элли, чтобы она отсоединялась от всех этих подключек, выталкивала с ее пространства, очищала все ее сознание. И я вижу, она вот снимает такие, как импланты, пута, ну, по-украински пута, да. Мгм. Вот мне все чаще и чаще идут вот эти древние значения протоязыка, как оно звучит Мгм. в эфирном пространстве. Она это все снимает, этот хвостик отпадает, все эти еле заметные подключки. Я ей передаю, чтобы она это все отправляла в портал, сжигала и стерла со всех информационных полей любые зацепки, любые Мгм. вибрационные мотивы, то есть малейшие эти все Да, пусть волны. очистит полностью, настроит все свои структуры, чакры, энергетические планы, все структуры на всех уровнях и физический план согласно своему совершенному эталонному ДНК. Пусть она это сделает, все чужеродное на аннигиляцию. Значит, Она это делает, и уже второй раз появляются такие огромные ножницы. И сейчас снова такие ножницы, которые вот так буквально прошлись, отрезали. И вот эта дорожка такая, которая была мгм, одна общая между двумя пространствами, Элла ее так разрезала. мгм, И потихоньку, отправила ну, вот в портал. А в светлой части эта дорожка вот так завернулась, как соединилась с тем пространством. И в этом светлом пространстве там очень много, как ангелы, души. мгм. Так, ну это, Сейчас я смотрю на нее и передаю, чтобы она избавлялась от всех чужеродных энергий, программ, чипов, имплантов, подключек. И чтобы она я ей говорю, что ее рациональная часть хочет, чтобы она передала этим колдуньям, которые служат тьме, что они немедленно должны покинуть их рабочие места по конам Вселенной, по конам справедливости и получить карму. мгм, И я вижу, что эта женщина, которая ударила машину, вот сбоку, мгм, от ней, вот от машины, от Элленой тоже вот это воздействие ушло. То есть все это чистится пространство. И вот суд. А судья, она вся вот черная. Я ей тоже мгм, передаю. Я когда, знаешь, что я ей делаю? Я вот так ее, эту шапку снимаю черную и ложу мгм, туда чистое сознание. И передаю ей, что она обязана восстановить справедливость и мгм, признать право Эллы жить в ее квартире. Она обязана защитить справедливость, а этих убрать с работы, уволить. мгм. И я вижу, как она вот ее чистое это сознание вот выносит суд вверх, а это вот так разделяется, и все черное это все уходит. Хорошо. И вижу, как эти энергии, знаешь, как будто тесто месить, это символ давления и магии. Да? Магия это и есть принуждение кого-то
действовать Мгм. или думать каким-то чьим-то образом, как выгодно агрессору. И вот это идет карма. Вот этот замес черный весь отправляется в портал на аннигиляцию. Я Мгм. передаю, чтобы Алла очистила полностью ее пространство, очистила ее квартиру, запретила вторжение в ее пространстве. Мгм. Пространство не только в ее квартиру, а на весь ее вот этот кондоминиум. Пусть Мгм. поднимается, Сфера ее жизни, да. да, все, И что касается да, ее рука, ее да. разум, пусть наполняется светом, энергией, жизни, гармонией. Пусть запретит считывание ее эфирной ДНК и запретит воздействие, вторжение в ее пространство. Пусть все ее пространство говорит о ее силе, о ее воле, Мгм. и, Гармонии жизни. и пусть каждый знает, что если он посмеет нарушить кон Вселенной и нарушить ее права, и нарушить справедливость, то получит карму немедленно, в ту же секунду. Да, да, все это Но она так. поднимается вверх, радуется, смеется. И знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю провести коротенький сеанс перед самим этим судом еще раз. Ей это нравится, она говорит вот так. Хорошо, сделаем. Мгм. Ну хорошо, Виктория. Поднимаемся вместе максимально вверх. Очищаемся от всего чужеродного, закрываем порталы, наполняемся энергией жизни, любви, совершенства, света и истины. Все хорошо. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. И будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Нас с тобой швыряло бог знает куда. О, боже. Ты помнишь эту вот пустыню, где первый раз мы узнали, что я твоя мать? Я тебя там потеряла. А вот сейчас вернула тебя, забрала Это из же лап. надо, это же надо, как оно все. И смотри, у Татьяны всплыло то же самое. Сын связан с матерью одним контрактом, и один без другого не может ничего сделать. Они думали, что они такие хитрые, а мы умные и справедливые. Ну, это вообще, это же сеанс больше Да. для меня, чем для тебя. Ну, надо же. Для нас, Виктория, для нашего рода. Для нашего Для рода, да. нашего. Женя, ты туда же включен. Ну, куда ж я денусь? Я А, никуда не уходил. так я, знаешь, я же знала, что он с моего рода. Спасибо большое, ребят. Дарю. Мгм. Замечательно. Всех благ. было. Тебя благодарю.